Привет! Буду рассказывать вам сейчас об отдыхе на Польском море, нашем новой поездке, которая случилась вот недавно на днях. Красуюсь перед вами своим новым гипсом. Кто еще не знает, не видел, я буквально неделю назад сломал себе руку первый раз в жизни. Так оказалось, что в этот период жизни не было страховки у меня никакой, там ни ЗУСа, ни ШМУСа, ни платной, ни бесплатной, никакой другой. Это была веселая история обращения в польскую неотложку СОР во Вроцлаве. Кстати, весь свой опыт я рассказал в телеграм-канале, чтобы отдельное видео не записывать и сейчас не занимать время. В общем, так или иначе, у нас был запланирован маленький трип, поездка на кемпинги, потому что вы знаете, что мы любим кемпинги. Прошлым летом мы проехали почти все польское побережье, всю польскую Балтику, почти от Калининградской границы с Польшей до Свиноустья. Это все польское побережье. У нас есть много классных выпусков уже с прошлого лета. Еще нашли кое-что новое. И нам очень понравилось. Очень понравилось. А почему опять второй год мы едем на польскую Балтику с такими ценами и никуда не выезжаем? Все просто. У нас до сих пор у супруги, у моей жены Насти не готовы документы. Децизия должна была быть в январе этого года. Уже, как мы видим, август. Децизии 0, информации 0. Просто живем, наслаждаемся жизнью и как бы не страдаем, не пытаемся с этим бороться. Есть как есть. Я думаю, что очень многие меня понимают, иммигранты, живущие в Польше, не только в Польше, многие в похожей ситуации. Я теперь в гипсе, с кемпингом наломалась, все наши палатки, весь этот став, прогнил вот так вот все лето в ожиданиях. Но мы вспомнили, что были парочка мест с адекватными ценами на жилье, с классными, такими мини-отельчиками и так далее. Места, города, которые нам понравились. Мы просто решили вот так вот уже после того, как я сходил, и мне сказали, что операция не нужна, мне наложили лангету, сказали, заживай. Мы просто сели и поехали, забронировали на пару ночей, вот на 4 ночи или на 5 ночей у нас в общей сложности, просто на самую лучшую погоду, чтобы свозить детей, жену на море. Мне как бы уже от моря такого себе удовольствия, потеть с гипсом не очень. Но, в общем, я обещал семье, мы поехали. Сегодня попали в Польшу на событие, которое происходило последний раз 27 лет назад. Это солнечное затмение. И мы как раз в дороге пытаемся его снять. Получилось у тебя? Да, еще будет затемнение, еще больше, видишь? В прошлом году мы объездили большое количество городков, мест, но мы не доехали до одного места, и кто-то в комментариях нам писал, что оно прикольное. Мы решили, давай, все равно посмотрели еще, как ближе ехать. К Свиноустью нам не хотелось, и мы выбрали вот именно вот это направление. Поехали в маленький туристический прибрежный городок Мельно. Это был реально приятный сюрприз. В прошлом году мы его объехали, про него ничего не слышали, я даже не помню, что мне как-то на глаза на карте попадался. Но приехав в этот раз, мы были максимально приятно удивлены. Да, на самом деле, как мы рассказывали в предыдущих видео из прошлого опыта прошлогоднего, кстати, кто реально хочет исследовать польскую Балтику, очень много полезной, классной информации, с очень красивыми съемками, очень много видосов, советуем посмотреть, потому что там реально, весь наш опыт и много классных мест. Вы можете выбрать кемпинги, места, где жили, про инвентарь записывали. Но в этот раз я уже не брал камеру нашу профессиональную рабочую, потому что вот моя рабочая рука. Почему бы не поделиться это в дополнение к этому комплексу про польское побережье? Город Мельно реально оказался приятным сюрпризом, потому что, несмотря на то, что он весь похож, все польское побережье очень похоже, оно очень везде одинаковая еда, сладости, плюс-минус одни и те же аттракционы. Это прикольно, что вот оно так вот сделано. Мельно оказался таким более молодежным, что ли, вариантом. И там есть даже какие-то клубы. Мы уже там по шутке туда собирались. Но мы не пошли в ночные клубы. Это не совсем наш образ жизни, не совсем то, что нам максимально близко, где много курят, алкоголь. И плюс с двумя детьми. Может быть, и сходили бы просто по приколу, но с двумя детьми это нужно было их укладывать, возвращаться и так далее. Татусь! Не слышу. Тата! Тата!
Мы забронировали что-то первое попавшееся на букинге по какой-то адекватной цене. Огромное количество ночлежек в этом Мельно. Но сам город супер атмосферный. Вот этот приезжаешь туда, и там прикольно, что там какие-то и анимация, и вот проводится все для вот туристической этой движухи. И реально, особенно когда ты вот год проживаешь в городе, ну, вдалеке от моря, да, Балтика, это, конечно, там не супер, да, не супер курорты и так далее, но все равно это море, все равно это жара, все равно атмосфера вот эта пляжная, она есть. И когда приехали, вот мы прям сразу почувствовали, очень прикольно было. Там буквально пару улочек, но очень круто было гулять, очень как-то вот атмосфера каких-то тусовок, развлечений, она вот там почему-то заходила. Покатались там на каких-то аттракционах, ну, для детей что надо, да, там поесть сладости, покататься на аттракционах. Из веселых наблюдений на пляжном отдыхе, это меня поразило, какое большое количество людей курит прямо на своих детей. Я как бы не должен осуждать чужих других людей за их поступки. Ну хотя осуждаю. Но, признаюсь честно, мне искренне удивительно смотреть, как люди вот прямо вот в 20 сантиметрах от своих 6, 7, 8, 9-летних детей вот так вот курят прямо в них, вместе с ними копаясь в песке. Я уже не говорю о том, что там другие люди вынуждены этим дышать. Понятно, что как бы, ну, типа общественное место, хотя, конечно, человек, вооруженный здравым смыслом, понимает, что если он курит, это его выбор, но заставлять других этим дышать не очень красиво. Ну, ладно, ну просто вот реально с детьми это было прикольно, что прямо в своих детей. Я уже думал, в один момент он либо о голову забучкует, либо просто достанет бычок, скажет: на, подержи, малой, я покопаю. Реально, вот, не знаю, как относитесь, напишите в комментариях. Кстати, это вот для тех детей, на которых папа курит прямо на пляже и пепел стряхивает на голову. Для тех детей, которые курить бросают. Ну, кстати, да. Или тех детей, которые бросают курить. На выбор, кстати, кто что курил. Шестилетка еще курила синий, красный, вот, то, что бросает, вот, то видишь, хорошая тема для бросания, ну, это же про бросание курить. Отдельной историей нужно, конечно, выделить, это паркинги на прибрежных вот этих участках, это, конечно, ну, очень неприятная история, потому что за паркинг снимается денег за весь отдых просто, ну, дохерище на самом-то деле. И вот эта история, которую я видел своими глазами, в Мельно меня вот прям вот так как-то до глубины души тронула. История с паркингом. Я всегда плачу за паркинг, естественно, чтобы не схлопотать штраф. Я вот уже где-то там в Варшаве возле торгового центра как-то получил один раз штраф, и было неприятно платить, короче, поэтому плачу всегда. И там вот такие ценники за час, ты платишь там по 7 за час, и вот когда стоишь долго на пляже, отдыхаешь, то набегает нормально. И вот я возвращаюсь очередной раз продлевать паркинг в городе Мельно, на самом там таком топовом месте проездном. И смотрю, прям возле меня девушка ездит, проверяет парковки в этом жилете, и возле меня прямо стоит машина без этого талончика. И она прям выписывает ему штраф, прям вот я стою рядом, она выписывает и под стекло кладет штраф. Машина на польских номерах. Это к тому, что там очень много немцев, чехов, огромное количество на немецких номерах. Ну, это поляки. Машина сама по себе очень простая, небогатая. И выписал штраф и уходит. Я подхожу, смотрю, и у меня просто глаза выливаются из глазниц. Я смотрю, у меня просто нафиг шок. Штраф 450 злотых. Блин, это, по-моему, какое-то за гранью добра и зла. Штраф 450 злотых за долбанную парковку. И я вот все время думал, блин, вот тут на минуту, на 2 проштрафишься, тебе такое выпишут. Хотя у меня вся эта торпеда, вся панель была устелена этими талончиками. И, я посмотрел, думаю, блин, капец, хорошо, что плачу, и пошел. Обратно вернулся к семье, через какое-то время возвращаюсь. И смотрю, в эту машину возвращается семья. Обычная польская семья, простая мама, простой папа, там плюс-минус моего возраста, один ребенок, мальчик, там, как наши девочки, там 7-8 лет.
И они подходят при мне, а я как раз там запаковываю вещи, подходят при мне в шоке с этого стекла, снимают паркинг. Я вижу, как папа берет этот парковочный талон на 450 злотых, у него аж губа нижняя начала дрожать, потому что, ну, они в шоке. Подходит супруга, они начинают что-то там выяснять. Я не слышал, это было вот ну, там шумно, еще музыка везде играет, это же, ну, пляжная, это вот курортная атмосфера. Я просто вижу, что супруга начинает, типа, как так? Ну, типа, что, где талон? Он там ищет талон, у себя находит какой-то талон, видно, просроченный. И вот он стоит, у него аж рука затряслась, задрожала, и губа нижняя задрожала. Он прям, ну, мне так стало человека жалко. Блин, ну, я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете. 450 злотых. 450 злотых за сраную парковку. Понятно, что надо платить. Не хочешь, не паркуйся. Сейчас, ну, вот интересно ваше мнение, чисто по-человечески. Нормально ли это? Вот как вы считаете? Ну, мне было очень вот искренне жаль. Просто я смотрел на это лицо, знаете, когда вы еще приезжаете отдыхать, ну, блин, 500 злотых. 500 злотых это, не знаю, это целый день отдыха, можно сказать, там, на 3 человек. Это там еда, всякие мелочи, развлечения. Блин, меня вот это как-то, я так смотрел, меня вот реально так как-то меня пробрало это. Ну, я платил, конечно, чтобы не попасть в такую ситуацию. И потом в Устке тоже. Короче, я не знаю, я хотел посчитать, сколько у меня за эти 5 дней вышло за парковку. Я думаю, что, ну, наверное, в общей сложности где-то злотых 400 и повыходило за парковку за все дни, потому что долго стоишь, гуляешь, ну, а где еще припарковаться? Ну, как бы машину же надо где-то оставлять. Кстати, друзья, смонтировал вам это видео одной рукой левой. Если это не заслуживает лайка и поддержки, то я тогда вообще не знаю, как жить в этом мире. Короче, Мельна нам понравился, городочек прикольный, атмосферный. Я могу вот точно рекомендовать, что если вы планируете на это какое-то морское побережье, без палаток, без кемпингов, а вот снять какие-то домики, огромное количество там домов, мы снимали что-то вообще там за 400 злотых, сняли ночевки, 3-местный номер, он был немножечко там в минут 7-8 нужно было на машине отъехать, ну то есть это ничего практически, да, вот, очень достаточно демократично по ценам, и было окей. Да, там все, конечно, денег много оставляешь на всякие развлечения, на еду, и все там цены на море, как бы, ну, они везде такие, то есть, как бы, либо ты, если ты уже приехал, ты должен быть к этому готов. Короче, после Мельна мы отправились в Устку, сразу же арендовали жилье мы в городе Слупск. Необычный выбор, но в прошлом видео, где мы делали видос про все польское побережье и про весь наш опыт, мы рассказывали, делали особое внимание и акцентировал на том, что Устка нам как город прям зашел. Мы даже сами были удивлены, потому что, ну, ты катаешься по польским городам, которые, ну, поменьше вот самых основных, ну, ожидания какие, ну, хороший, ну, город и город, то есть просто не было никаких ожиданий, и Слупск на нас произвел вот прямо крутое впечатление. Почему-то мне там как-то особенно комфортно, особенно классно, особенно хорошо. Не знаю, в прошлый раз и в этот раз тоже. Там мы нашли апартаменты, которые нам очень понравились. В прошлый раз тоже там за ценник 200 злотых в сутки. Там 3 кровати. Нам с 2 маленькими детьми это вот идеально подходит. Там есть кухня, ну, кроме плиты, конечно, но есть где там посуду взять, холодильник огромный на этаже, ты можешь хранить там какие-то свои продукты. С детьми это очень важно. И в итоге мы все равно еще решили остановиться ночевать в Слупске, потому что до Устки там по трассе 20 минут. То есть это вообще, мы тут по Вроцлаву с Белян до центра чаще дольше едем, поэтому это как бы не расстояние. В самой Устке уже тоже вот эти ночлежки, качество. То есть мы знали, куда мы едем, мы знали, что те апарты нам нравятся. Ценник супер, блин, вообще божественный, 200 злотых в сутки. Зачем нам париться, искать что-то в Устке там за 300 злотых, еще не пойми что, не пойми как. И, короче, плюс город классный. И еще сейчас расскажем, что в этом городе, вот, чтобы мы советовали, если вы вдруг будете путешествовать. Короче, сама Устка тоже очень приятный городочек туристический, это тоже в прошлом видео мы отмечали. Он весь такой нульцевый, весь такой няшненький, пряничный, приятненький. И там действительно приятно проводить время, променадить.
Классный такой порт, очень красивые всякие здания, классные тротуары, брусчатки, вот эти площадки, ходить, бродить. Он побольше, чем Мельна, но он такой же вот, ну, не знаю, как бы не такой молодежный, будем говорить так, не такой молодежный. Хотя все равно мы там нашли какой-то клуб, прям пляжный, и вот этот клуб нам напомнил прям что-то островное из нашей островной жизни, когда мы там в Таиландах, на островах жили, на Бали. Именно пляжный клуб. И мы вот еще с Настей обсуждали, почему такого не делают много. Потому что это же реально очень просто сделать, там, поставить диджея на пляже. И это всегда классная музыка, привлекает внимание. И вот там сделали такую вещь, какой-то отель это замутил. Приезжали какие-то диджеи, музыка, не скажу, там прям совсем наша, но атмосфера прикольная, там вот эти такие гамачки, ты садишься, берешь там всякие закуски, коктейли, и диджей валит там всем узлом, море, пляж, очень атмосферно, и, повторюсь, непонятно, почему такого вообще на самом деле немного везде, потому что, ну, это супер формат, самый крутой морской пляжный формат. Самая главная цель нашей поездки в этот раз была, это как я с чего начинал, что завести детей и жену на море. Вот они хотели вот эти пару теплых морских дней. В этот раз не совсем улыбнулась удача в плане теплоты и температуры воды, потому что в прошлом году, когда мы были, ну, естественно, там все лето, мы словили неоднократно теплое море, которая вот купаешься прям вот, ну, как нормально, ты не мерзнешь, да. Но сейчас была классическая Балтика. Однако сами дни реально были топовые по жаре. Супер круто было, ветер был умеренный, и поэтому вот мы прямо идеально как пазлик попали. 3 или 4 полных дня повалялись на пляже, вот в полном избытке, в достатке, в солнце. Дети были довольны, все загорели, и это на самом деле самое главное. Последний день, уже в воскресенье, у нас был классический балтийский, пляж был почти полупустой, был ветер, и уже прям нужно было одеваться, шапки напялили на себя, вот все, вот на Балтику едешь обязательно, это опыт тоже прошлого лета, с собой флиски, куртки, шапки, потому что как бы ни было жарко днем, вечером будет это отдельная атмосфера своя, и вот если ветер начинается, вот мы ходили в шапках. Классный, семейный, простой, тихий, короткий, но тем не менее летний отпуск удался. Мы все довольны, вот круто, что повезло с погодой, и открыли для себя вот самое главное новое место Мельна, которое можно добавить в копилку про польские места. Это точно городочек, который мы бы рекомендовали. Но Устка тоже. Если вам нравятся польские туристические городки, то Устка, наверное, это один из самых ярких и таких приятных представителей польской набережной. Вот тоже от всей души советуем. Касательно города Слупска. Нам было опять очень приятно там покататься, заметить, что там очень много, кстати, иммигрантов вот, из постсоветских стран. Очень много мы слышали украинской речи. Из Латинской Америки иммигрантов очень много. Находится в городе, в центре, ресторанчик, называется Asian Temple. И это вот как у поляков хинчики, да, вот это с китайской едой, с азиатской едой. Но это прям, он сделан как кафешка, как ресторан. Это не просто хинчик, не просто столовка. Он уже такой прям, ну, посидеть, приятно, коктейли там красиво подают там. Просто мы как люди, которые 4 года в Таиланде жили, и тайская еда для нас считается номер 1 кухон в мире. Мы обожаем азиатскую еду. Тайскую еду очень сложно готовить.
вне Таиланда, потому что ингредиенты, все приправы, вот свежесть и аутентичность ингредиентов, она очень важна, она сразу дает эти оттенки, вкусы и так далее. Так вот, в этом ресторанчике, в Слупске, наверное, самый вкусный карри, который мы ели вообще когда-либо за пределами Таиланда. Представляете? Asian Temple. Вот реклама, просто реклама, рекомендация от чистого сердца. И также пад-тай. Мы там пробовали еще другие блюда, ели красный карри, он тоже божественен, но желтый карри, с тофу мы ели, да, желтый карри с тофу и пад-тай с тофу. Это разрыв вообще шаблона. Классный городок, атмосферный, погулять. Мы еще попали на какой-то день города, праздник, и было прикольно, просто атмосферно. Что мне вот уже второй раз я отмечаю, что людей как-то мало в городе, всегда парковки везде найдешь, вообще, ну, нет толп. Близость к морю, 20 минут по трассе, там 25 минут. Вообще офигенный город. Мы реально второй раз, уже я даже смотрел, сколько недвижимость там стоит. Думаю, может быть, реально перебраться в Слупск, жить, не знаю. Почему-то мне там как-то комфортно, потому что я сам родом из маленького города, из Беларуси. Провинциальное мое нутро как-то дает о себе знать. Повторюсь, что в телеграм-канале мы рассказываем, делимся информацией о жизни, переезде в Польшу, много полезной информации, поиск жилья, наши классные друзья-агенты в Варшаве, во Вроцлаве, в Гданьске. Это наши личные друзья, с кем мы общаемся. Их контакты мы рекомендуем в нашем телеграм-канале. Можете просто прийти послушать историю про сломанную руку и как я обращался в СОР, где мы делаем страховки на машины. Кстати, вот вчера заплатил 3-й раз полис на автомобиль. Все через один и тот же агрегатор. Там ссылка у меня есть. Еще вы получите по этой ссылке 100 злотых возврата. Про стоматологию, про детские сады. В общем, всем делимся в телеге. Если интересно, не интересно, ну как бы и ладно. Тогда просто поставьте лайк этому видео, если досмотрели. Значит, видимо, вам было как-то интересно, может быть. Вот, поддержите, напишите комментарий. И увидимся в новых видео. Пока-пока.